всем, с вами Кнопка. Сегодня у нас чрезвычайно важная тема, так как мы малюсенькими шагами пришли, а точнее приехали боком на следующий уровень. Сегодня мы будем строить нашу первую, наипростейшую дрифтовую трассу. Любую трассу можно разделить на несколько частей. Это старт, где мы набираем скорость. Далее это часть трассы, где мы ставимся в занос. Конечно же, это перекладки, такая себе связующая часть, которая соединяет повороты. Ну, еще перекладку можно назвать как смена направления заноса. Ну и, конечно же, финиш. Следующий момент – это поворот. На трассе их несколько. Одни затяжные, другие не очень затяжные, но, как правило, больше затяжных. Чтобы пилот старался максимально долго ехать боком, старался держать угол, да и просто для того, чтобы было сложнее. Когда я построила свою первую дрифтовую трассу, то для меня самым сложным это были перекладки и затяжные повороты. Поэтому думаю, что сейчас будет логично потренировать затяжные повороты перед тем, как мы начнем строить нашу первую дрифтовую трассу. Наша основная задача это держать угол и мордой максимально близко проехать к фишкам. Оценивается в дрифте. Ну, самое основное это траектория. Сюда входит плавность линии хода, то есть чтобы машинка двигалась без корректировок, без вихляний. Все должно быть рассчитано так, чтобы проехать максимально точно, максимально красиво и главное, конечно же, не вылететь с трассы. Да, вы не ослышались. Не вылететь с трассы – это ключевая задача для начинающего пилота, да и вообще для всех. А также, чтобы все было без остановок и распрямлений. Лично у меня все получалось так. Я прохожу первый поворот, я прохожу второй поворот, а перекладка никак не получается. Кстати, по поводу перекладки, она должна быть максимально резкой и точной, потому что это тоже оценивается. Следующий пункт это у нас скорость. Здесь должно быть все в меру, потому что вы не должны ехать слишком быстро и вы не должны тащиться как черепаха, то есть все должно быть умеренно. Вы должны рассчитать, сколько надо добавлять газу, чтобы моделька ехала боком. Ну и, конечно же, чрезвычайно важным является угол входа и выхода с поворота. Мы играем на опережение. Когда мне первый раз сказали, что ты должна играть на опережение, я реально долгое время не могла врубиться, что это вообще такое и как его делать. Но это значит, что вы не должны судорожно ставиться в занос, когда вы уже находитесь в повороте, а вы должны делать это заранее. Ну потом вы все поймете. Как видите, у нас вышла обыкновенная змейка. Трасса в форме английской буквы S, состоящая из старта, финиша, двух поворотов и перекладки, которая соединяет эти два поворота. Что важно, здесь нету никаких клиперов, то есть точек, к которым надо максимально приблизиться. Их нету просто потому, что для человека, который в жизни не ездил на дрифтовой трассе, вот эти вот все навороты просто ни к чему. Конечно, хочется сказать, что эта трасса далека от идеальной, но моя первая трасса выглядела именно так, может чуть поменьше, и в любом случае это был шаг вперед, и это было лучше, чем вообще ничего. Get the party I get the party go, oh shit. I get party, get the party go, oh shit. I get the party. Ну и последние две вещи. Это практика и еще раз практика. Приведу небольшой пример такой. Когда я первый раз приехала на соревнования в Харьков, и там было ковровое покрытие, которое было для меня новое. Вот. И машинка у меня была всегда в двух местах. Это либо в стене, либо сталкивалась с тем, кто оказывался поблизости и кому не очень повезло. И один из наших пилотов, Саша Волнянский, кстати, Саша, тебе огромный привет, он сказал шикарную фразу, которую я запомнила. Походу, это руки. Поэтому помните, что валят действительно руки. А на сегодня у меня все. Я благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал, следите за новостями и до новых встреч на Кнопка ТВ.